Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня я хочу вам показать очередной интересный узорчик. Смотрите, пряжу я сегодня взяла потолще, так, для того, чтобы разобрались с данным узором. Естественно, и крючок я беру сегодня потолще. Это у меня будет аж 4. Смотрите. Вот, видите? Крючок номер 4. Вы, в свою очередь, тоже возьмите пряжу потолще, чтобы у вас все получилось. Схемку к сегодняшнему узору я прикладываю. Это не ошибка. Схемка на самом деле выглядит правильно. Читается она слева направо. Это поперечное вязание крючком. Слева направо. Слева у нас идут воздушные петельки, цепочка. Дальше черным обозначается цветом лицевой ряд, синим цветом изнаночный. Лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Ну что, свяжем? Итак, ну что, давайте пробовать. Раппорт узорчика получается 2 петельки. Я давайте наберу, ну, допустим, сколько? 15 раппортов, да, это 30 воздушных петелек. И одна дополнительная, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итак, я набираю 31 воздушную петельку. Ну, а вы сколько вам необходимо. Итак, вначале все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее смотрим на схемку и сразу же начинаем провязывать по схемке. Вначале я хочу сначала уточнить, что вот получается наша цепочка, да, если мы будем на нее смотреть, получается вот это наша петелька передняя, а вот это задняя. Видите, задняя, которая самая верхняя, называется задней. Мы в данном узоре будем работать с задними петельками. Для начала 2 петельки подъема. Раз, два. Теперь смотрите, мы с вами должны отсчитать 4-ю петельку от крючка. Раз, два, три, 4. Делаем накид в 4-ю петельку. Вот за заднюю стеночку беремся вот таким вот образом. Вытягиваем ниточку и все 3 петельки провязываем вместе. Есть. Смотрим на схемку, как обозначается полустолбик, называется полустолбик с накидом за заднюю петельку. Накид. Теперь наша с вами задача вернуться вот на одну петельку вперед, вот сюда, вот видите, мы возвращаемся, я возвращаюсь за столбиком, мне будет так удобнее, опять же берусь за заднюю стенку, вытягиваю ниточку и все 3 петельки провязываю вместе, пока просто повторяйте, потом поймете принцип. Провязали, есть. У нас как бы с вами получилось, что наши полустолбики сделали крестик. Идем дальше. Накид. Следующий по порядку. Видите, вот мы провязали столбик. Один пропускаем одну петельку. В следующую петельку опять же за заднюю стеночку беремся. Вытягиваем рабочую ниточку и все 3 петельки провязываем вместе. Полустолбик с накидом за заднюю стенку. Теперь вот петельку, которую мы с вами пропустили, мы должны вернуться к ней. Накид. Я возвращаюсь сзади. Мне так удобнее. Захватываю опять же за заднюю стенку. И вытягиваю ниточку, все 3 петельки провязываю за один раз. Раз. Вот такие вот маленькие, такие пухленькие крестики получаются. И ваша задача вот так вот идти, шагать на протяжении всего ряда. А раз опять петельку пропустили, в следующую нырнули, взялись за заднюю стеночку и провязали все 3 петельки вместе. Раз. Накид. Вернулись обратно, точно так же в петельку за заднюю стенку, вытянули ниточку и опять провязали все 3 петельки вместе. Все. Поначалу оно кажется медленно, непонятно, но когда принцип поймете, вы будете вязать намного быстрее. Одну пропустили, следующую нырнули, вытянули ниточку, провязали все вместе. Накид. Вернулись назад, захватили точно так же, получается, нашу петельку, вот за заднюю стенку, вытянули ниточку и провязали опять все 3 петельки вместе. Вот такие пухляшики у нас получаются. Видите?
Ничего сложного, немножко медленно, но у нас все получится. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши пухляшики. Все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем наш ряд? У нас здесь остается одна петелька воздушная. Мы делаем накид, ныряем, получается, опять же, за заднюю стеночку, вытягиваем ниточку и провязываем все 3 петельки полустолбик. За заднюю стенку готов. Полустолбик с накидом. Дальше, смотрите, делаем 2 воздушные петельки. Раз, два, поворот. Наша с вами задача провязать точно такой же ряд, только в шахматном порядке. Поэтому смотрим внимательно. Вот наш крестик. Вот получается у него верхушка одного столбика, верхушка второго. Верхушка одного, верхушка второго. Верхушка одного, верхушка второго. Наша с вами задача сделать накид и взяться за верхушку вот сразу же первого. Так, нырнули. И, опять же, какая особенность? Мы с вами смотрим, ныряем не вот на наш столбик, да, а смотрим вот сверху на нашу косичку. Вот наша косичка, капелька, косичка. Есть передняя стенка, задняя. Передняя, задняя, передняя, задняя, передняя, задняя. Наша задача браться именно за заднюю. То есть мы весь узорчик будем браться за заднюю стенку. Взялись, вытянули ниточку, провязали все 3 петельки вместе. Раз. А теперь немножечко сложно, но будьте внимательны. Накид. Мы должны вернуться, вот мы делали 2 петельки подъема, так? И мы, получается, должны к основанию, там, где мы начинали наши петельки провязывать, вернуться, вот, за заднюю стеночку взяться. Накид. Сзади захожу, за заднюю стеночку беру. Так. И вытягиваю ниточку, провязываю все 3 петельки вместе. Первый крестик наш готов. Дальше накид. Пропускаем одну, получается, петельку, один столбик в следующий. Точно так же за заднюю стеночку взялись, вытянули ниточку, провязали все петельки вместе. Накид. Возвращаемся к той петельке, к тому столбику, который пропустили. Я иду сзади, берусь за заднюю стеночку, вытягиваю рабочую ниточку и провязываю все 3 петельки вместе. Еще один крестик готов, видите? И вот так вот мы шагаем, пропустили, взялись за заднюю стеночку, провязали, вернулись за заднюю стеночку, вытянули ниточку рабочую. Так, зацепились. Сейчас еще раз за заднюю взялись. Вот таким вот образом и провязали. И вот так вот шагаем, пропустили, провязали, вернулись и опять провязали. Опять же пропустили, провязали, накид, вернулись и опять провязали. Вот видите, такие же пухляшки формируются, как и в первом ряду. Получается, они просто будут смещены в шахматном порядке. И все. Оно такое вот маленькое, миниатюрное, незаметное, но очень-очень красивое. Раз, вернулись. Опять же за заднюю стеночку провязали. Понятно? Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Вот что у нас получается. И как мы заканчиваем наш ряд. Вот у нас опять же получается один мы столбик, одну капельку пропускаем. И в последнюю, там где у нас были 2 петельки подъема, мы ныряем, получается, в самую последнюю капельку, за заднюю стенку и точно так же провязываем. Оп, накид, вернулись опять же к нашей капельке, которую мы пропустили, за заднюю стенку взялись и все, и наш крестик последний готов. Все, ровненько, аккуратненько. Дальше опять же смотрим на схемку, да, мы с вами провязали ряд, который отмечен черным цветом, отмечен таким синим, голубым цветом, да, получается изнаночный ряд. Теперь будем приступать провязывать опять лицевой ряд. Для начала мы делаем точно так же 2 петельки подъема, поворот. И не забывайте, что у нас опять должны получиться крестики как бы в шахматном порядке. Поэтому вот наш крестик будет раз, два. Понятно? Раз, два. Раз, два. Итак, накид. Первую петельку нашу, вот эту капельку пропускаем. За заднюю стенку следующую беремся. Вытягиваем ниточку и опять провязываем все вместе. Накид. И точно так же возвращаемся за заднюю стенку и провязываем. Все. Тут как бы единственная особенность,
как мы начинаем именно изнаночный ряд. А так, ничего, никаких сложностей. Опять пропустили, следующую провязали, накид, вернулись, взялись за заднюю стеночку нашей капельки и провязали. Опять пропустили, провязали, вернулись и опять провязали, пропустили, провязали, вернулись, провязали. Узорчик получается плотный, поэтому я вам говорю, берите крючок потолще. И вот такая вот красота. Вернулись, захватили и провязали. Все совсем не сложно. Ваша задача смотреть на схемку, повторять лицевой изнаночный ряд, и получается по итогу вот такая вот картина. Видите? Вот так вот получается. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. То есть как бы в большем, так скажем, да, размере. Будет очень-очень симпатично и красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу у нас получается. Смотрите, узорчик двусторонний. Какая сторона вам нравится больше, так, такую вы берете лицевой. Возможно, вам эта сторона понравится больше, как крестики лежат, да? Возможно, вам понравится эта сторона больше. Тут как бы видно вот такие вот горизонтальные полосочки выпуклые. То есть смотрите на ваше усмотрение. Итак, из моей пряжи узорчик тянется вот так вот. И вот здесь тянется вот так. То есть он как бы форму сильно он не держит. Смотря для чего вы будете его использовать, да. Возможно, это будут какие-то зимние вещи из такой пряжи. Это шарфы, снуды, да. Возможно, это может быть кардиган, кофточка. Вот, то есть он не сильно плотный, видите, он не будет колом стоять. Опять же, смотря какую пряжу вы выберете. Если вы, ну, я надеюсь, что поняли принцип узорчика, столбики здесь вы можете уже менять. Вы можете не полустолбики делать, а столбики полноценные. Вы можете делать столбики с двумя накидами, с тремя. Конечно, плотность такая уже уйдет, но как бы принцип узорчика понятен. Так, давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я набирала 31 воздушную петельку. Допустим, мой крючок, моя плотность вязания, моя пряжа. Что за пряжа, я вам сейчас расскажу. Смотрите, у меня получается это, ну вот, 17 сантиметров. И здесь получается у нас каждый крестик, да, вот этот вот рядочек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 рядочков. Это у нас будет, ну вот, 9 сантиметров. Здорово, здорово. Для тех, кому интересно, что за пряжа была, называю. Смотрите, это Alize Burkum Classic. Это 100% акрил. В 100 граммах здесь 210 метров. Так. Цвет, кому понравился, 358. Такой темно-бежевый, да, светло-песочный. Вот видите, 100% акрил. Вот. Нравится? Вяжите с удовольствием. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Также подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. И вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.